Всем доброй ночи. Боги очень справедливы. И когда они приводят человека в этот мир, они дают этому человеку защиту. Можно назвать это блок от потустороннего мира, от тонкого мира. Защита рода. Боги дают человеку хранителя. Насколько он будет силен, зависит от его рода, от его предназначения, от того, насколько он полезен в этом мире и как долго он должен жить. Они дают духов для того, чтобы они охраняли дом этого человека в будущем, его жизнь, его имущество, здоровье. И он вот с этим всем арсеналом входит в жизнь. Но со временем родители решают, что ребенок должен принадлежать определенной религии. Отсекается связь с родом. У кого как. У кого-то может отчасти сохраниться, у кого-то полностью отсекается. Тут даже зависит от силы того священника, который крестит человека. Потом со временем человек начинает чураться. Его научили, что духи, что домовые, что всякие там духи природные, это очень плохо, это бесовщина, надо их гнать. Человек начинает их оскорблять, человек начинает их чураться, человек начинает их гнать. Иногда приглашает, скажем, священника освящать, то есть убирает эти духи природные. Еще одна защита у него спадает. Человек растет и начинает нарушать законы мироздания, коны мироздания. Он может нарушить так слегка, может средне, может очень сильно. А если определенные запрещенные вещества начинает принимать или пить много, то его хранитель начинает отдаляться. Его энергетический этот кокон становится тоньше, пропускает эту темную силу, и в конце концов темная сила имеет доступ к этому человеку. Или человек работает среди людей, постоянно получает вот эти вот посылы зависти, негодования, ненависти. И эти постоянные посылы, как ножи, втыкаются в это энергетически, в этот кокон, пробивает этот кокон, и потусторонняя сила показывает себя. Она начинает внедряться в поле человека. И ничего хорошего принести не может, кроме бедности, кроме одиночества, разрушенной жизни, кроме отнятого здоровья. Иногда потусторонний тонкий мир проявляет себя для того, чтобы предупредить или защитить. Это через сны, через прикосновения, через явления, что мы называем призраками, привидениями. Но для этого они должны собрать воедино огромную энергию, чтобы показать себя, потому что для них очень трудно стать видимыми для нашего физического мира. Иногда, подпитываясь страхами, ужасами, нервами, переживаниями людей в доме, когда селится некая темная сила, она вот подпитывается, знаете, как клещ цепляется на вашу энергию, высасывает вашу жизненную силу. И время от времени, набираясь сил, может показать себя для того, чтобы собрать еще больше дани вот этого ужаса, страха людей. Это другое. Но это тоже относится к тонкому плану. Но для того, чтобы иногда проявлять себя, эта сила должна иметь очень колоссальный запас энергии, собранной с людей. И вот так постепенно или мы сами виноваты, нарушая эти законы Вселенной, или, например, люди
работающие в тюрьме, рано или поздно у них начинаются болезни всякие, у них начинаются всякие трудности, проблемы. Врачи, которые работают с больными, они варятся в этом негативе постоянно. Конечно, время от времени, поэтому и чистки нужны, чтобы скинуть с себя вот этот негатив, обновлять свой этот кокон защиты, чтобы быть более защищенным от этого, чтобы меньше было проблем, несчастий, каких-то денежных и моральных потерь и прочее. Вот сегодня примерно такую работу, опять же, я вам покажу. Когда оболочка защитная становится тонкой, то вот как спрут, пуская свои щупальцы, к нам подбирается сила из той самой темной воронки Вселенной, то есть из царства зла. Она приходит к нам для того, чтобы подпитаться нашей жизненной силой. И чем больше мы страдаем, тем лучше для этих сил. Они питаются нашими страданиями, энергией наших страданий и прочее. Мы, делая определенные ритуалы, определенные, значит, такие, знаете, телодвижения, можно даже так сказать. Почему? Потому что это относится к физическому плану. Мы физически что-то делаем, рубим что-то, где-то цепи рвем, где-то рвем, например, черную нить и сжигаем, где-то как бы делаем имитацию, как бы метем, подметаем, где-то мы метелкой выгоняем темных духов из дома, где-то мы окуриваем, где-то ходим свечой, сжигаем. Это на самом деле мы делаем в физическом плане, но все переносится в тонкий план. И наши все эти физические движения, которые мы выполняем, для духов тонкого плана могут быть очень страшные, смертоносные, я бы сказала. Ну, смертоносные это так в нашем понимании. То есть для них это очень страшно, потому что мы в энергетическом плане отрубаем их, срываем, срезаем и так далее. Мы их выгоняем. И нам такая возможность дана. Мы тем самым Вселенной говорим, отправляем посыл, что я не хочу, я рублю эту связь, она мне не нужна. Я срезаю эту связь, я сметаю эту грязь и так далее. И Вселенная получает такие посылы, такие сигналы, выполняет нашу просьбу. Здесь содействованы, значит, несколько предметов. Это топор, метла или веник. Можно такой маленький декоративный веник взять, в принципе, для работы. Вот этот, значит, топорик, его можно использовать такой, который у вас дома есть. Я взяла вот это вот, значит, куклы. Там творчество русских мастеров. Вот мужик, значит, мужик и баба с ребенком. Я у него на время свистнула этот маленький топорик, потому что так лучше показывается. И, кстати говоря, можно иногда использовать этот топор. И можно такой маленький пенек или дерево, или дощечку можете взять, использовать. Топор можно использовать то, что дома есть. Такой, ну, или декоративный топорик, или кухонный топорик подойдет. А вот метлу надо будет купить где-нибудь. Или веник. То есть и то подходит. Я делаю метлой, ну, иногда и веником. Если веник там настоящий покупать, естественно, но вы не брать сдачу. Если декоративный такой, можете заказать. Естественно, вы там тоже сдачу не берете, потому что вы заказываете, оплачиваете ровно столько, сколько надо. Следовательно, не берете. Значит, покупать или заказывать эти предметы мужчинам в мужские дни, женщинам в женские дни. Объясню, те названия дней, где в конце окончания А, это женский день. Где нет окончания А, это мужской день. Там понедельник, значит, вторник, четверг, воскресенье. Это мужской день. Но в воскресенье лучше вообще ничего не покупать, не делать, ну, особо не проводить. У воскресенья такое вот
Отрицательная энергия. У выходных дней и праздников не очень хорошая энергия, на самом деле. Уже объясняла, почему. Далее. Ну, потому что в эти дни приходит больше всего пьянок, драк, убийств и так далее. Или заказывать, или покупать, значит, мужчина мужской день, женщина женский день. И это только ваше, вы должны этим пользоваться, больше никто. Ну, женщинам, следовательно, среда, пятница, суббота. Итак, вот вы это все подготовили. Значит, веники, метла должны быть новые, а топориком можно дома пользоваться и дальше, и так далее. Здесь не принципиально. Топориком или топором отсекаете эту силу, а метлой сметаете неудачи. Немного объясню символ топора и метлы или там веника. Значит, всегда ставьте вот так, ножкой вниз, метлу или веник и дома, и вообще там хоть декоративно, хоть какой-то, потому что она не должна сметать имущество из дома, она сметает, уносит. Это, знаете, это древние люди заметили, и они были совсем не глупые, когда нам оставили очень много таких наказов и рекомендаций. Топор в основном это символ мужества, силы, символ богов грозы, молнии, значит, символ плодородия, потому что топором рубили дрова, значит, дома там что-то готовили, да, зажигали огонь, огонь есть очаг, огонь есть центр, духовный центр семьи. Топором вызывали дождь, топором отсекали неудачи. Значит, потом топор – это символ мужества, стойкости, силы воли, лидера, вождя, как хотите. Очень много различных, значит, все забыла, символов. В древние времена, например, в гроб клали топор, чтобы разрубить связь с мертвым миром. Хоронили топор, закапывали топор на могиле, если мертвый приходил, пугал живых. Если человек болел смертельной болезнью, можно было пойти закопать топор. Я дам такой ритуал, подождите, сейчас все кинутся. А вот можно, вот дам такой ритуал. Это отсечь свою связь с миром мертвых, остановить болезни. Поэтому топор здесь выступает как символ отсечения, силы, лидерства и так далее. Далее, значит, метла. Метелка или... Ну, в основном сейчас про метлу говорим. Здесь веник тоже отчасти этот символ, но больше метла, потому что она собрана из различных веток, обычно собирали, или ветки одного дерева, сосна, например, или береза, дуб. Каждое дерево, естественно, символизировало свою силу. Метла – это связь между мирами. Как бы сказать, она создавала определенную связь между тонким планом и физическим миром. Через эту метлу изгонялись, вот таким образом, снизу вверх изгонялись духи. Метлу ставили возле дома, значит, защищали метлой дом, закрывали проход этим темным духом. Скрещивали там крест-накрест, значит, ставили топор и метлу, отсекали связь с темными духами и охраняли, защищали от темных духов дом, имущество людей, которые там жили. И много иных функций, которые метла выполняла. Я об этом уже говорила во многих роликах. Сейчас не будем на этом больше делать акцент. Значит, первым делом. Первую часть нужно прочитать один раз. Вторую часть топором. Берете топорик, начинаете вот так бить и читать 6 раз. Значит, вот так, значит,
бьете об этот, ну, я не знаю, что там вы возьмете, может быть, доска будет деревянная, может быть, там какой-нибудь пенек, уже говорила, вот символически. Можно такие маленькие заказать, чтобы часто это применять. Вот бьете там, где уже сказано, например, вот там, значит, братец топор, его так и называли братец топор, и это название, это выражение очень плотно осталось во многих культурах, народов мира, потому что топор считался помощником по хозяйству, в доме и так далее. Без топора никуда. И дом, сами понимаете, что ставили, да, с помощью топора. Один топор и все. И вот эти бревна друг на друга сажали таким образом, без гвоздей, без ничего. И вот, пожалуйста, собирали дом. Ставили дом, назывался. Братец топор, значит, и батюшка обух. И вот когда про обух слова говорят, вот так вот делаете, символически как бы бьете, выгоняя эту темную силу, которая называлась горемыкой, горе и мыканье. Туда входили в функцию этой горемыки бедность, неустроенность жизни, одиночество, безденежье, болезни и так далее. Почему приходила горемыка? Когда начинали завидовать человеку, когда начинали желать плохое, либо делали, начитывали, ну, все что угодно. То есть начинало это все подпитывать определенную силу, а сила всегда персонализировалась, то есть от слова персона. Силе давали человеческие черты, так легче было ее представить в голове, собрать вот этот образ на уровне тонком, да, энергетическом и изгнать. Так вот вы, значит, я не буду сейчас, читая это все делать, эти движения, вот вы, значит, бьете этим топором и обухом гоните. Далее, вторая часть, когда вот это начитали, потом берете метлу и подметайте. Я покажу на богине Бригит. Вот, значит, вот с колен вниз до пяток подметайте, потому что нужно очистить вашу дорогу с ног сверху вниз, с колен до пяток, вот так по ногам проводите, подметайте просто ноги себе, одним словом, и начитывайте 6 раз. Вот вы, если это проведете, это станет вашим любимым ритуалом, потому что это как бы можно делать быстро, особо так собираться не нужно. Всего-то дома должен быть топорик, какая-нибудь деревянная дощечка или пенек. Если вы специально закажете, еще лучше. И метелка, либо веник. Я уже сказала, либо берете новый веник, покупайте, либо такой маленький декоративный, или, значит, метлу, или веник. Сейчас будут вопросы опять. Вот где это найти, где заказать. Послушайте, вы берете, просто набирайте в интернете, понимаете? Метла купить, метелка там маленькая, декоративная, или веник купить, или топорики декоративные. Набирайте, и вам миллион сайтов, где вы можете заказать и купить. И заказывайте в те дни, которые вам сказано. Так лучше будет эффект, потому что сила этого дня уже будет с этими предметами всегда. Вы один раз купили и пользуетесь надолго. Начнем. Да, можете провести, например, несколько дней к ряду для своего успокоения. Первый день станет легче, второй день вы начнете узнавать определенные новости, как будто начнется какое-то движение вокруг. Особенно это касается людей, которые работают на себя, которые там торгуют и так далее, и имеют магазины, к ним часто заходят и конкуренты, заходят прицениваться, заходят их знакомые этих конкурентов, посмотреть, что почем и как, понимаете? Это постоянные посылы негатива, которые нужно очищать от себя. Иногда это очень быстро может помочь, если, например, какая-то сделка долго не получается, и вот после проведения очень быстро это все решается, очищается. Вы отсекаете связь с этим, скажем, духами, с этими духами неудачи и сметаете от себя вот эти все негативные программы, собственно говоря, если так на современный язык перевести. И раньше так же делали, просто называлось немножко по-другому. Я всегда люблю по-старому, чинно-благородно
Просто по-старому, потому что, ну вот, к старым работам или к старым поверьям новые термины немного не подходят. Как-то оно фальшиво смотрится. Ну, в любом случае, объясняю, как есть, чтобы вы поняли на более современном языке. Итак, начинаем. Я сейчас один раз записываю и загружаю несколько раз. Я думаю, вы заметили, что там интонация не меняется. Ну, так удобнее просто. Один раз записать, как бы склеить, и вот вы садитесь несколько раз, переслушиваете, собственно говоря, и переписываете. Я здесь вас обучаю этому, я дарю. Дальше уже, это ж не проведение ритуала, поэтому тут... Хотя даже в этом случае эти слова очень сильные, они срабатывают. Но так удобнее. Так удобнее как бы сразу переписать, то есть несколько раз загрузить ролик, и потом вы спокойно можете сесть и сами переписать и провести. Тем более, что ничего сложного здесь нет. Все гениально и просто, господа. Итак, поехали. Значит, первая часть. Читаю первую часть, потому что первая часть читается один раз, а потом уже остальное. Ой ты, горемыка горемычная, сама в золоте ходишь, а нас по болоту водишь. Топишь и съедаешь, сосвету сживаешь, жить-поживать, белосвета видать мешаешь. Ах ты, проклятущая, меня в сети поймала, чарами окутала, оморочила и запутала, костлявыми пальцами за горло схватила, душишь меня, силой забираешь. Теперь вторая часть читается 6 раз. Топором вот так ударяйте и обухом изгоняйте. Не буду каждый раз одно и то же говорить. Я думаю, вы и так понимаете. Начнем. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух, бей горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух, бей горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух, бей горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух, бей горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух,
Бей, горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Возьму я в руки топор. Эй, братец топор, отсекай. Сети путаницы, отрежь невидимую нить. Руби горемыку, оторви от меня, братец топор. Руби горемычные нити, отсекай неудачи. Батюшка обух, бей горемыку, от меня отгоняй. Тьфу на тебя, проклятущая, сгинь, горе горючее, забери свои сети себе обратно. А вместе с ними и все мои беды. Угу на ты, тьфу на ты. Заклято. Теперь берем метлу, сметая, как я показала, с колен до пяток вниз. Точно так же 6 раз, сметая, начитываем этот заговор. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Сметаю, сметаю, убираю все препятствия, что дороги мои закрывают, а меня на месте держат и идти мешают. Сомету с колен до пяток, с костей, с крови, сомету со своего пути. Теперь мне смело идти, все дороги отныне открыты. Препятствия убраны, так и будет, заклято. Желаю вам всегда быть начеку, за себя бороться, и помните, пока мы живы, у нас будут и мелкие, и большие проблемы. Надо спокойно сесть, подумать хладнокровно и решать их. Вместо слез просто действуйте. Это больше помогает. Всем удачи!